Рак может долго молчать, но тело всегда подает сигналы. Меня зовут Ольга Аникеева, я врач-онколог, радиотерапевт. В этом ролике я расскажу про главные симптомы онкологии, которые нельзя игнорировать. Эти признаки не приговор и не обязательно указывают на онкологию, так как симптомы не специфические, но являются серьезным поводом обратиться к врачу. Первый симптом – необъяснимая потеря веса. Сразу скажу, это не специфический симптом. Когда нужно на это обратить внимание? Вот вы живете долго, и вдруг ни с того ни с сего вы видите, что суп вас не радует, потеря веса какая-то странная, вы не делаете много физической работы, вы не делаете сверхнагрузки, вы не занимаетесь спортом, вы не полите огород, но с вами начинает что-то происходить. И вы встаете на весы и с интересом наблюдаете, как вес куда-то исчезает. Это нужно на это обратить внимание. Вполне возможно, что не надо бить в колокола. Но иногда это становится поводом обратиться к врачу, потому что это бывает нераспознанным симптомом злокачественного заболевания. Чаще всего рак поджелудочной железы, рак желудка, рак прямой кишки, реже рак легкого. Но вы должны на это обратить внимание. И если вы видите бессимптомное исчезновение веса, то вам необходимо обратиться к врачу. Второй симптом – хроническая усталость и слабость. Довольно часто сопровождает опухолевое заболевание, и мы предлагаем обратить на него внимание. Оно никогда не идет в моносимптоме. Это идет обычно с потерей веса иногда с потоотделением, каким-то странным поведением ночью, когда у вас неспецифическое изменение, когда у вас не хватает сил выполнять простую рутинную работу. И это не связано с витаминной недостаточностью или сезонной недостаточностью витаминов. Если это происходит в течение нескольких недель, вы должны обязательно на это обратить внимание. Вполне возможно, что это является эквивалентным симптомом таких опухолевых заболеваний, как гематологические заболевания, лейкемия, лимфогранулематоз, рак, опять же, желудка или рак поджелудочной железы. Третий симптом – длительная боль без видимых причин. Очень важный признак, при котором важно обратить внимание, где эта боль локализуется, какого она характера, насколько она изматывающая. Как правило, она появляется из-под воль. Как правило, появляется нечто такое дублирующее, ноющее, постоянное, начинающее обращать на себя внимание, как правило, в одном и том же месте. Она не мигрирующая, она, как правило, находится в зоне поражения органа. Если это, например, рак желудка, то это будет ноющая боль, не связанная с питанием. И вы будете ее слышать вне зависимости от времени суток, от того, что вы покушали, или от вашего настроения. Если это боль в нижней части живота, то нужно обратить внимание, мужчина или женщина, что это? Гинекологический это симптом или это опухоль прямой кишки? В любом случае, такая ноющая постоянная боль должна быть поводом обратиться к врачу и сделать хороший качественный осмотр. Четвертый симптом – это длительный кашель и охриплость голоса. Хотела бы разделить эти два симптома. Изменение голоса, осиплость голоса иногда является опухолью щитовидной железы при разрушении гортанного нерва. Или это бывает изменение складочного отдела гортани, в том числе рака гортани. В этом случае, безусловно, необходимо показаться для начала специалистам, лор-врачам, то есть чтобы они оценили состояние голосового аппарата. Осиплость голоса, на нее нужно обратить внимание, потому что это является другим симптомом эквивалентным, к которому могут присоединиться второй симптом – появление кашля. Это всегда неприятный симптом, говорящий о том, что есть какое-то неблагополучие в легких. В этом случае в обязательном порядке необходимо сделать исследование. На сегодняшний день самое простое, доступное и быстрое исследование – это компьютерная томография органов грудной клетки. Но, как правило, это после обращения к врачу. Не ждите онколога, не записывайтесь к онкологу, идите к терапевту. Он выпишет вам направление, вы сделаете это исследование, вопрос будет снят с повестки дня. Либо вы сможете на ранних стадиях быстро, эффективно лечить то заболевание, которое уносит многомиллионные жизни. Важным пятым симптомом является изменение мочеиспускания. Особенно это касается мужчин. Я рекомендую обратить на это внимание, особенно мужчин старше 45 лет. Изменение мочеиспускания может быть свидетельствовать об опухоли предстательной железы. В этом случае в обязательном порядке нужно показаться урологу, потому что данный симптом может быть эффективно излечен, причем на ранних стадиях. И сейчас такое количество методов и способов исключения этого опухолевого заболевания достаточно простым и коротким способом, но на это нужно обратить внимание. Шестой симптом – это необъяснимое появление уплотнений, узлов
в доступных вашей пальпации. При осмотре вы можете обнаружить какое-то уплотнение в области молочной железы. Чаще всего это касается женщин. Это опухоли молочной железы. Или щитовидной железы, или подкожные. То есть все, что необъяснимо появляется в зоне доступа вашей собственной случайной находки, должно быть поводом для того, чтобы показаться врачу. В случае маленького размера вы можете эффективно избавиться от опухолевого заболевания, такого как рак кожи, рак молочной железы, рак щитовидной железы или грозного заболевания меланома. Важным симптомом является изменение кожных покровов. Что я имею в виду? Когда вы видите, что ваши привычные родинки стали менять свою форму, цвет, размер, плотность, это должно насторожить и являться поводом явиться к врачу как можно быстрее.